Давайте разбираться, как работать с белым в интерьере, чтобы стало уютно, а не холодно. Что такое белый интерьер, что такое белый, как в больнице, с чем сочетать этот цвет, чтобы не было скучно. А в конце поговорим об ошибках с белым цветом, про которые мало говорят, но много совершают. Не любить белый – это как не любить воздух или свет, но некоторые находятся в плену своих ассоциаций, которые сформировались не то что от насмотренности, а скорее впитанные из диалогов с окружающими. Прибавлять к слову «белый» негативное сравнение, как в больнице, и подразумевать при этом «фу», возможно, от столкновения с плохой медициной, это какая-то культурная особенность русскоговорящих, никак не связанная с реальностью. Потому что большинство больниц все-таки окрашены в голубые, зеленые, бирюзовые, порой бежевые цвета. Так было и в советские времена, так что, говоря о цвете больницы, вы гораздо точнее попадете в реальность, говоря «цвет морской волны, как в палатах», «лазурный, как в поликлиниках», «бирюзовый, как в больнице». Белый на самом деле это прекрасный цвет для сдачи квартир в аренду. Он нейтрален и ассоциируется с чистотой и порядком. Он переотражает свет, увеличивает пространство и добавляет помещению объема. В нем нет ощущения характера бывшего хозяина. Поэтому для сдачи, для продажи или перепродажи это идеальный вариант. Или все же нет, ведь он такой непрактичный. Белые стены достаточно хорошо реставрируются той же белой краской. Некоторые белые обои тоже можно легко отреставрировать за счет того, что они белые и на поверхности, и внутри своих волокон. Или в некоторых случаях за счет того, что они белые внутри и снаружи, повреждения могут быть даже не видны. Белые полы – это, да, опасно. Опасно, если много пыли и ее редко убирают, или если нет робота-пылесоса. Если по белому полу часто ходят в обуви. Если покрытие не стойкое, а в основании материала темный цвет. Но белый пол – это как белые костюмы, это как белые брюки. Это носить могут себе позволить только богемные люди. Белые полы, конечно, впечатляют и создают очень много света, переотражая его от падающего из окна солнца и создавая редкий тип освещения в помещении. Даже лицо в таком интерьере выглядит совершенно иначе. К слову, деревянные полы в любом цвете прекрасно реставрируются всякими реставрационными восками и мастиками. Ну а если хочется светлого, но более практичного, всегда открыты опции по светлым деревянным текстурам или светло-серому полу. Тогда вы и функции переотражения света частично оставите, и практичность немного повысите. Белые фасады. Я уже во многих роликах рассказывала про белые фасады, в особенности кухонь, что это самое практичное решение, что на белом глянце не видны отпечатки пальцев, и что белые – самые лучшие фасады с точки зрения заботы о чистоте. Как бы ни парадоксально это звучало для некоторых. Так что тут все практично. На белых столешницах, на белых консолях практически не видна пыль. Хотя на светло-серых она не видна еще больше. И это, кстати, информация для тех, кто больше предпочитает не видеть пыль и не убирать ее, чем знать, что она есть, и убирать. И, кстати, такой выбор мы делаем в жизни с очень многими вещами. Не видеть. Белая мягкая мебель. Немногие безопасные белые варианты для обивки мягкой мебели – это кожаные и группа велюровых, бархатистых, моющихся тканей с ворсом и пропитками. Ворс не дает грязи проникнуть глубоко внутрь, но уж если это произошло и что-то проникло и оставило там пятно, то с белым цветом можно использовать самые сильные моющие средства. Белому практически некуда светлеть и терять цвет. А если застирать или замыть сильными химикатами диван другого цвета, то может появиться светлое пятно, которое будет всегда светиться как звездочка, не давая вам забыть тот самый момент. Тоже, кстати, касается и белых ковров. Стерильность. Нам хорошо и уютно в чистых, убранных помещениях. Даже во многих религиозных практиках говорится о важности уборки и чистоты окружающего пространства для умиротворения ума.
Белый – это цвет, который больше всех других дает это ощущение чистоты и порядка. Отели всегда используют белую сантехнику, белые тарелки, белое постельное белье, потому что они дотошно изучают восприятие людей и знают, что белый, как никакой иной цвет, создает ощущение чистоты, стерильности и свежести. Этот эффект стерильности можно наложить даже на неровные, грубые фактуры. И сразу грубая кирпичная стена, которая источает только ощущение пыли, грязи и стройки, окрашенная в белый, будет смотреться аккуратнее и часто для некоторых может быть даже уютно. Неровные стены или потолки могут быть просто выкрашены в белый, и только от этого будут смотреться законченно и чисто. Этот эффект белого очень распространен и в интерьерах, и в архитектуре, и на самом деле в очень многих сферах нашей жизни. Сочетание с белым. Если вы хотите сделать Total White, то есть риск сделать все слишком монотонно, скучно, робко и невыразительно, как одна музыкальная нота, растянутая в бесконечность. Поэтому, если стоит задача сделать тотально белый монохромный интерьер, то вам нужно сочетание разных фактур и поверхностей, а также можете использовать прозрачные материалы, такие как стекло или пластик. Например, на фоне матовых белых стен будут прекрасно смотреться прозрачные глянцевые пластиковые стулья и при этом не рушить концепцию тотального белого. Совмещайте белый с любым металлом. С латунью лучше подойдут оттенки с легким добавлением желтого и розового. С хромом лучше подойдут прохладные оттенки с добавлением синего или зеленого. А вот нейтральный белый, бело-серый, как и черный металл, это универсальные варианты, они подойдут в любые комбинации. Добавляйте любую деревянную текстуру в белую среду, и у вас получится очень уютный околоскандинавский интерьер, который будет восприниматься как место отдыха. Единственное, дерево должно быть одного цвета. Не миксуйте темное дерево и светлое дерево в одном пространстве. Лучше выбирайте один оттенок. Совмещайте с черными линиями и акцентами. Это мой любимый вариант. На мой взгляд, так можно графично отделить формы и объемы, не затемняя пространство. Такими линиями можно даже создать узоры, сформировать новую геометрию в интерьере, сделав именно это акцентом и главной деталью, оставив все преимущества белого цвета и приобретая плюсы деликатного вкрапления черного. Конечно, белый – это фоновый цвет, это воздух, это база, он хорошо сочетается практически со всеми цветами, с любой мебелью. Это прекрасный фон для ярких акцентов, для картин, искусства, поэтому его используют очень часто и в галереях. Но тут есть нюансы. Помните, что белый – это на самом деле множество оттенков. Белый может быть с синим подтоном, с желтым, с розовым, с зеленым, и вот тут начинаются нюансы. И теперь поговорим об ошибках. Если вы покрасите стены в белый с заметным синим подтоном и поставите на этот фон теплую бежевую кровать, то по правилам колористики холод стены и тепло кровати только усилят друг друга, и вы вдруг заметите, что стена у вас вовсе не белая, а слегка с синевой. Чтобы избежать подобных нюансов, просто придерживайтесь нейтрального, сигнального, чистого белого, без примесей. Тогда он останется для вас фоном при любой мебели и при любом освещении. Будьте аккуратны с совмещением холодного и теплого белого цвета. Не стоит совмещать нейтральный белый, серо-белый или такой холодный белый со светло-светло-бежевым, айвори или слоновой костью, потому что рядом с холодным или нейтральным белым айвори будет всегда выглядеть немножко выцветшим. Например, как тут, где кровати и мебель теплые, а стены и текстиль холодные. Тут нужен либо бежевый темнее, то есть нужно смелее разводить оттенки друг от друга, либо больше внимания во время подбора оттенков, чтобы все сочеталось настолько идеально, что вообще невозможно было найти никакой разницы по тональности. К слову, белый цвет желтеет только на определенных материалах, и чаще это связано с их свойством, нежели с самим цветом. Например, на ПВХ откосах окон, которые подверглись вторичной переработке, или на ручках белых холодильников. Иногда белый желтеет на некачественной ламинации кухонных фасадов.
Или могут пожелтеть торцы кухонных фасадов. А еще могут пожелтеть ПВХ-обои. В общем, выбирайте белые пластики с оглядкой на такие повороты. Хорошая новость в том, что белый не выгорает, ему просто некуда светлеть. Он может только пожелтеть, если были в составе какие-то примеси. Еще один момент. Пытаться растворить белое на белом достаточно сложно, это не маскировочный цвет. Он работает как раз наоборот, на выделение теней. Вы, наверное, видели гипсовые головы у художников. В обучении рисунку головы всегда белые, потому что на белом лучше видны тени и объемы. Это свойство хорошо работает, если поместить на белую стену белые гипсовые тяги, молдинги или иные объемные элементы. И тогда тени будут формировать рисунок. Белые дверцы с филенками будут более выразительно смотреться, чем любые темные с филенками. Рельеф на белом всегда прекрасно подчеркнут. И это же свойство очень плохо работает тогда, когда вы пытаетесь что-то спрятать или загримировать, например, белый кабель-канал на фоне белой стены. Он все равно будет очень сильно выделяться и подчеркиваться тенями. В общем, для сокрытия белый не подходит, для сокрытия есть другие цвета и другие приемы. Белый – это цвет, который лучше всех отражает свет. Он прямо-таки светится и полнит. Поэтому, если вы делаете белые швы на темной плитке, они всегда будут казаться более толстыми, чем есть на самом деле, и как будто бы светиться при этом. Вообще не стоит делать затирку плитки значительно светлее общего тона плитки. Такая проблема может возникнуть с любыми швами и элементами, которые вы хотите скрыть. Трубы, герметики, кондиционеры вы не скроете, а подчеркнете рельеф, форму и, может быть, даже наоборот, выделите и подсветите этот предмет. Если вы хотите разобраться не только в белом цвете, но и в других аспектах дизайна интерьера, получить системные знания, последовательно подготовиться и проработать свой будущий интерьер, при этом погрузиться в тему глубже, то обратите внимание на мои курсы по ссылкам в описании к ролику. Пишите в комментариях, о каком еще цвете хотите узнать, ставьте лайки, звоните в бубенчик, чтобы не пропустить новые видео, и подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. До новых встреч, всем дизайн!